После Валдая было Кемерово. Заливные луга сменились на промышленные пейзажи, суровый край, суровый климат и любознательный Николай Валуев, вместе с которым мы исследовали Сибирь. В прошлом году отечественные производители получили примерно $500 миллиона прибыли от продажи различных товаров за границу. К примеру, на Дальнем Востоке и в Сибири ежегодно производят около 10 миллионов тонн кедровых орехов. И больше половины идет на экспорт. Этот лес называется кедрач. Вот сколько лет этому кедру? А вот этому кедру примерно 80-90 лет. Сейчас как раз идет сезон сбора шишки, сбора ореха. И вот шишка вполне так... Ну, собственно говоря, она, по-моему, уже спелая. Да, уже достаточно спелая. Вот орешки. В принципе, можно есть. Вот она, продукция, да, вот он, вот кедровый орех, сырье, вот он, да. да? Хорошо, ладно, но перспективная продукция, все хорошо. Что, конкурентов нет вообще? Основной конкурент – это Китай. Они наш орех закупают и перерабатывают и продают на весь Подожди, мир. а почему продаем? А чем мы свой орех продаем туда? Вам нет никакого государственного регулирования. Это вот все вот это просто вот руками собрали, да, Да, люди? это люди собрали, переработали на разных машинках, принесли в маленькие деревни, из маленьких в больше деревни привезли. Вот, Николай, можете помочь мне собрать с несколько удовольствием. шишек? Пока белки не съели. Игорь, а сколько человек работает по сбору этих шишек? Вы знаете, мы организуем бригады, где-то в среднем 30 человек, делаем базу в лесу, устанавливаем вот такого типа аппараты, так как на производство шишку везти невыгодно, очень большие транспортные расходы. И нам нужно здесь по максимуму из нее выделить орех. Кстати, раньше шорцы и вообще народы, населявшие нынешний Кузбасс, точно так же добывали шишку, но, конечно, таких агрегатов у них не было. Ну что, может, покажете, как это происходит? Давайте попробуем. Наверное, мне было бы очень удобно работать с моим ростом, сбивать шишки, ну и заодно глушить орех. Что за машина вот эта? Какая-то уникальная, да? Да, это одна из самых дорогих машин на этом заводе. Машина оптической сортировки. Смысл такой. Орех сыпется, вот какой он есть, после переработки, после мойки. Там есть не обрушенный орех, орех разного цвета, он там может быть чуть подгнивший. Вот эта машина Вычисляет эти орехи. вычисляет эти орехи фотоэлементом. Хорошо, а как она их... И потоком воздуха отстреливает Сколько выстрелов она сделает? до 500 тысяч выстрелов в минуту. 500 тысяч выстрелов в минуту. Хорошо, когда такой машины не было, кто же занимался этим трудоемким производством? Наши женщины набирали женщин, бабушек, рассыпали на полотно, и они вручную сидели, выбирали ядрышки. Ну, Скажи мне, ну вот производители у нас в России, они как-то объединяются или не объединяются, или никто ни с кем не да, разговаривает? последнее время проблема у нас это вывоз сырья. В Китай вывозят очень много сырья. Местным производителям не удается загружать свои производства на полную мощность. Все работают в 30-40% от своей мощности. Да. И сейчас мы объединяемся, хотим как-то коллективную бумагу написать правительство, чтобы они обратили на это внимание, приняли какие-то меры.
Скажи мне, вот здесь сколько сушится сейчас ореха? Сушится в районе 700 Потому килограмм. что будешь расширяться производство? Конечно, не хватает этих мощностей. Вот эту комнату хочу всю сделать, огромную сушилку. Скажи мне, за границей увидят эти орехи? Я думаю, да. Есть уже предварительные контракты на этот сезон. И можно будет выйти на мировой рынок? На мировой рынок с честным лицом. Отлично. Мой скепсис и сомнения наших героев быстро сменились удивлением. Брянские стейки легко могут составить конкуренцию австралийской говядине. Краснополянской косметике могут позавидовать западные компании. Кедровые орехи из Кемерово и зубная паста с Валдая. Наш экспорт в Европу – это только начало. Дальше будет интереснее.